Ну давай, поехали. Так что бульвар было видно чуть-чуть. Иди. Давай. Дорогие друзья, экстренное включение. Мы сегодня с вами на телеканале Суперсус. С нами сегодня Игорь Усатый. И оказывается, что у него осталось еще 2, 3, 4 неотработанных серии. Поэтому эксплуатируем. Мы уже уволили его, но как бы отрабатывать, пускай отрабатывает. Вот, интересный момент. Сегодня мы не собирались снимать, но так получилось, что надо сегодня снимать. И мы будем сегодня снимать. Это исторический момент, это историческое место. Как вы знаете, в Киеве есть 3 старых реки. Это Крещатик, это Скоморох под вокзалом, где мы на роликах катались. И вот, собственно, Глубочица под бульварами. Как мы знаем, неделю назад Подол начали максимально реконструировать. И бульвара скоро не будет. Здесь будут строить тоннель. Улицу Глубочицкую перестраивать. Там уже сняли трамвай. Трамвай больше не ездит. И речку Глубочицу, к сожалению, уничтожат, скорее всего, историческую речку, которая одна из 3 самых красивых в Киеве. И сегодня мы пойдем ее вам, так сказать, последний раз покажем, задокументируем. Вот, зайдем вот здесь вот и пройдем до метро. До метро Дорогожичи дойдем. Метро Дорогожичи — это центр всех рек, потому что там гора большая. Вот, и покажем вам историческую кладку, так сказать, наверное, в последний раз. Задокументируем ее в истории. Так что запомните эту речку такой, как она была хорошей. Пойдем посмотрим, что есть. И старая, издыханная река Глубочица, в которой тонули полчища печенегов, как и в Хрещатике. И лодки плавали, и пожары видела, и потопы видела. Но, скорее всего, переделают на пластмассу. Но пойдем посмотрим. Ус! Давай, ус. Как наполировали, видишь? 200 лет коллектору. Это один из самых старых коллекторов в городе. То, что мы так любим. Как в ней за черепашка. Оп, и вошел рыбкой туда. Да. Счастье-то какое в коллекторе жить. А еще про сегодняшнюю серию хочу вам сказать, что это на самом деле мы решили снять экспромтом, вот просто вот у нас родилась, а давай снимем живую серию, покажем, как мы проводим свои исследования. Потому что сегодня мы пойдем в тот участок, где лично я никогда не был. Сусанин там уже был когда-то очень давно. И мы решили возобновить, он решил возобновить в своей памяти, а я хочу побывать, потому что действительно есть информация, что начинается реконструкция данного объекта. Данную реку решили переделать, видимо, появились какие-то аварийные участки, ее реконструируют, и она потеряет, соответственно, свой шарм. И вот чтобы запечатлеть, мы решили срочно провести такую инспекцию и запомнить ее и запечатлеть в кадрах. Так, Игорек, спускайся, а я закрою. Я закрою. Хорошо. Дорогие друзья, нашел очень крутой магазин. 100 гривен Com.ua. На 100 гривен Com.ua есть все на свете. Одежда, обувь, электроника, товары для дома, для отдыха, для животных. И таких низких цен, как тут, вы не найдете нигде. А еще тут постоянно проходят акции и скидки. Я лично съездил в магазин и познакомился с владельцем. Мне показали склад, и я провел ревизию товара. Поверьте, ох, там есть что выбрать. Ребята активно ведут соцсети, снимают юмористические видео в ТикТок и Инстаграм. Также у них есть сайт для оптовых покупателей, а там уже цены неприлично низкие. На сайте 100 гривен Com.ua бесплатная доставка при заказе Укрпочтой от 1000 гривен и новой почтой от 2000 гривен. Заходите на сайт 100 гривен Com.ua, и там вы обязательно что-то интересное найдете для себя, для родственников, для друзей, на свадьбу, на подарки. Заходите на 100 гривен Com.ua, ссылку я оставлю в описании. Друзья, речку снесут, исторические моменты тоже снесут, и нужно по максимуму посмотреть, что осталось. В реке я вам много раз показывал, много артефактов есть. Вот деньги какие-то. Очень много монет, цепочек, золотых зубов. И все это уйдет тоже на мусорник. Это как бы не было печально, уйдет на мусорку. Все. Вот был исторический паркет, его заложили сверху другим кирпичом советским. И вот если туда посмотреть, то здесь видно старинный подол, и вот уже коллектор треснул. Но это же не повод его сносить. Его реконструировать надо, ремонтировать. А его хотят перестроить. Вот так вот. Покажи трещину. Вот. Через весь коллектор идет огромная трещина. Вот. Вот. И оно пошло. Видишь, как просел. Идем чуть-чуть вперед, пройдем, посмотришь. Ты снимаешь, да?
Да. Вот, видишь, как кирпич уже выдуло. Сверху трамвай нагружает машины, нагрузки, ларьки, киоски. И оно так не должно быть. Вот, все выдулось. Это все должны ремонтировать и не должны давать нагрузку сверху. И это приведет к тому, что положат, скорее всего, пластмассовый коллектор и все. И на этом все закончится. Никто историю не будет ремонтировать. Поэтому смотрите, наслаждайтесь кадрами. Вот так вот. А вот обратите внимание, мы только что нашли кулек с камнями. Вот, то есть ценители есть такие, которые, видите. Кто-то дома кусочек старинной канализации решил себе поставить. Ну это просто, видишь, у них гладкие края, это намытые камушки, которые... Соленые? Гладкие края, видите, это камушки, которые как перекати поле. А ты можешь попробовать? Не, я не буду пробовать. У меня всегда. У меня нету такого иммунитета, как у тебя. Твоя 20-летняя, 30-летняя история подземных полазок, конечно, со мной еще не вернее, мне с тобой не сравнится. Лёх, у тебя такие усы классные. Так. О, красиво. Может, красиво. даже комрад мне денег теперь даст за тебя. Твою Не, зарплату буду ходить получать. Нет, мои усы он уже узнает. Я их недавно, кстати, побрил, привел в порядок. На баллоне, кстати, если что, там, ребята, по ссылочке в инстаграме Сладкий Гадкий. Можно посмотреть, у меня там самые лучшие места, где можно следить за своей бородой, причесочкой. Так что, если что, пользуйтесь. Ребята, в старинных коллекторах, видите, как раньше, в 1800-19 веке, даже была подземная архитектура. Кованые скобы мощные, чтобы сюда кони могли спускаться. Кирпич аркой. Сейчас такого не делают, нема уже эстетики. Раньше делали лучше. Причем я буквально недавно узнал, что термин техническая, как ты сказал? Подземная архитектура? Архитектура. Как-то вот есть такой, сейчас, промышленный дизайн. Вот, промышленная архитектура дизайн, есть, промышленный дизайн. Так вот, это словосочетание появилось на территории Киева. В Шевченко есть даже факультет, промышленная архитектура называется. Это современное, оно появилось буквально лет 20 назад, 30, не Да. больше. До этого оно все существовало. Заводы И проектировали. было очень красивее, ну просто самого термина не было, и никто не понимал. Просто делали красиво, качественно и надежно. А сейчас появился термин этому, но зато теперь этого никто не делает, и делают на тяп-ляп, и максимально практично, просто, без всяких излишеств. Не знаю, чего нам сейчас не хватает. Эстетики, красоты и архитектуры. Коронку золотую нашел. Пойду сдам сегодня вечером. Зуб золотой. Так это золотой ноготь. Зуб, скорее всего, ну грамм-два, может, будет немного, но приятно. Мелочь, а речка дала. Речка дала. Кто-то, может, с люка упал, зуб выпал. Нормально, с почином. Да, можно что-то найти. Что интересно, что в 1863 году эту речку закрыли в коллектор, но коллектор изначально был не таким. До 1863 года он был открытым, то есть были стены, и сверху как бы не было накрывачки, были просто стены. Канава, была канава. Канава называлась в исторической местности. Сверху урочище Гончары, Кожумяки, Дегтяри. И после пожара 1811 года ее полностью уже закрыли в коллектор. То есть где-то, я не знаю, сколько ее лет закрывали. Короче, 1800... Ну, по всей видимости, вот это период строительства. Но я это думаю. может быть уже потом ее реконструкции, скорее всего. Потому что в 1811-1812 ее начали полностью закрывать уже в коллектор. Потому что смердело, подол перепроектировали, он совсем другой формы. Он не был прямым. И река была вот такая вот. Потом русло выровняли, она сделалась вот такая, как палка прямая. Она же была извилистая. Будут, не будут переделать, непонятно. С одной стороны, хорошо, чтобы не переделали, с другой стороны, это надо делать. Она проваливается, вы увидите ее состояние. Ее закрыли. То есть коллектор 19 века старинный. Здесь много интересного можно найти, много событий, много историй, поэтому наслаждайтесь, любите реки. Они дают воду, люди раньше засирали, снова засирают. Но надеемся, что люди одумаются раньше, чем наступит конец света. Ну да, справедливости ради надо сказать, что во всех больших городах крупные улицы, широкие улицы, на самом деле когда-то это были реки. Ну, чаще всего так и есть. Название проспектов улиц. Да, вот это их траектория расположения, так когда-то исторически текла река, а потом со временем реку закрывали, сверху строили над ней улицу, по краям были исторические уже дома какие-то, достраивались новые, но улица имела свою форму полностью в русле реки. И сейчас под большими крупными улицами чаще всего можно найти какой-то коллектор, либо старую речушку. Что я еще хотел сказать, я вспомнил, что реки имеют свою цикличность. Вот Сусанин сказал правильно, что они были в каком-то ужасном состоянии, потом у них была реконструкция, снова ренессанс, восстановление.
И, возможно, в данном случае сейчас мы находимся в историческом периоде, когда речка Глыбочица будет проходить свой новый ренессанс, новое перевоплощение Новая уже в современное, одежда. да, новая одежда в пластике, а может быть и не в пластике, вполне вероятно, что Может быть, сейчас. в золоте? Кстати, вот это название кожемяки. Кожемяки, дегтяри и гончары. 3 урочища, 3 балки было, в которые сливались нечистоты. Что за названия такие? Расскажи. Ну, видел? 3 названия. Гончары. Делали гончарное производство, горшки делали из глины, Киев глинистый весь. Замечательное как бы место для того, чтобы делать керамику. Дегтяри. Делали из березы, деготь добывали. Делали, ворота мазали, коней мазали, подковы, деготь делали. Раньше деготь, меда ж много было, мед надо было чем-то портить. Вот и выпускали деготь, очень много дегтя было. Мыло делали из дегтя. между прочим. Кожемяки, это ж Кирилла Кожемяка, тут жил на Подоле в Нижнем городе. Шкуры стирали, производство шкурное сюда все спускали, все здесь воняло. Ну да, на самом деле здесь были такие промышленные районы, Потом всегда рабочим был. рабочие районы, да, и где в производстве каких-то изделий необходимо было большое количество воды. А вот эта речка выполняла функцию, как давала воду, так и уносила весь мусор, который исторически был. То есть она была очень захламлена. Сейчас уже такого производства здесь нету. На Подоле, и речка восстанавливается. Ну и, соответственно, сейчас она... А вот слушай, а может быть ее вообще открыть захотят? Ну, есть такая вероятность, что деньги вложат и откроют. Ну, кстати, да, я помню, были какие-то проекты, чтобы полностью открыть ее. Дело в том, что бульвар красивый, ну не знаю, от этого она потеряет или выиграет. На самом деле, Нет, не знаю. крепкие. Что ты мне предлагаешь? На зуб резни, я зуб О, нашел. кто-то идет уже. Я зуб нашел. Так, ребята, сейчас пойдем проверим, кто же там стучится к нам сюда в люк. Доставка головок. Здравствуйте. Здравствуйте. Наше кофе. О, кофе. Здравствуйте, друзья. Это господин Арсений, вы его знаете. Будем дружить, здрасте. А мы тебе экскурсию как раз решили Да, делать. Знаешь, да. что я нашел? Только я немножко опоздал на экскурсию, но ничего. Нет, мы только начали. Игорь писал 25 минут только что. Сейчас я тоже буду Смотри, пить. что я нашел уже, пока тебя ждал. Золотой зуб. Надо его сдать. О, Займемся это займется сразу вопросом. Да, конечно. Так, Игорь, это тебе. О, а волку Нет, кожура. я подержу. Блядь. А ну! Это всем известное место нашего киевского чива, андеграунда. Такая топовая точка, слияние нескольких рек. Вот Глыбочица река пошла, а сюда пошла река Киянка. Ко мне Правильно? повернись. Вот Глыбочица пошла, а вот река Киянка у меня за спиной. Но про нее мало кто говорит. Кияновский переулок и урочище Дегтяри, Гончари и Кожемяки. И туда никто никогда особо не ходит. Я много раз говорил, что канализация в Киеве дождевая есть бытовая. Здесь течет река. Здесь во время дождя наполняется очень сильно, а у нас здесь нету и не должно быть. Коли уж гулять, так гулять, друзья. Пройдемся сегодня, посмотрим Кияновский ручей. Река Киянка. Под историческим моментом я вставлю, у меня есть одна фотография, когда сверху еще в конце не было закрыто трубы. Когда еще яр был большой, 2000-х годов фотка. Здесь сохранился старинный коллектор, тоже его сейчас осмотрим, полюбуемся и запечатлим на историю. А что это такое вот сверху на тебя капает? А, моча. Сверху всякие заводы, и они мочу делают. Они гадят на меня. На голову. Ребята, не верьте, на самом деле это обычная вода, которая грунтовые Которая воды. с мочи. Слушай, смотри, мы только зашли в реку, буквально прошли 5 метров, а уже интересный артефакт обнаружился. Ты видишь, какая старинная крышка? Крышка со старинным замком. Она, во-первых, с замком, она меньшего диаметра. Блин, я даже таких не встречал, мне кажется. А надо встречать Я не уже в твоем помню. возрасте. Где что сверху, как она выглядит? Она засыпанная. Засыпана, да, потому что она представляет интерес Да. к историческим всяким любителям истории. Да. Чем дальше движемся, тем рельеф меняется, менее затоптанные становятся. Сюда мало кто ходит, и видим старинную брусчатку. То есть раньше, опять же, таки, скорее всего, были стены, был пол выложен, можно было коня поить, и другой совсем рельеф камня булыжником выложен, красиво. Мне кажется, это более исторический коллектор, потому что, видите, технология строительства еще использовался бутовый камень, какой-то огромный из камней, даже не кирпичная кладка, а просто камнями выложили дно и Днище. днище. Но, между прочим, это сработало лучше, чем кирпичная кладка. Кирпичную кладку мы вам показали, там вымыло. Не знаю, посмотрим дальше, но с камнем, мне кажется, такое сложнее в воде проделать. Согласен, с камнем в воде сложнее проделать, камень-то не вымоешь, не надо. Вода, не вымывай. А вот еще интересный факт заметили. Мы находимся вот, сколько тут, 2 метра тоннель. С одной стороны, видите, слой какой, нарост кальцита, да? Кальцит, да. Кальцит карст. Здесь он намного больше, чем по этой стене, а здесь он намного меньше.
То есть отсюда напирают грунтовые воды, которые вымывают больше. Интересные комментарии. Кто напишет в комментариях, пожалуйста, кто из Киевоведов, кто из Киева. Напишите, чем отличался верхний вал от нижнего вала. Вот интересный вопрос. Золото, платина, палладий. Все здесь в коллекторе. Тут же процесс в том, что несколько войн было. Игорек. Несколько войн было, и евреи прятались и могли и золото, и серебро здесь прятать. А прикинь, это слиток серебряный. Ну видишь, оно серебристое. Либо свинец. Оно сильно твердое для олова. Ты знаешь что? Это же от пожарища Подольского, скорее всего, осталось. Когда пожар на Подоле страшный был, вот это бы оставалось, видишь? Горел Подол. Ну ладно, проверим в приемке. Кстати, смотри, на кирпичах остались клеема с заводов производителей. Можно посмотреть года постройки, приблизительно определить по этим клеймам. Это уже современное подключение. Надо искать золото! Какие-то артефакты, потому что Золото! вода. Вот эти сколько металла? Буквально 3 минуты, а уже насобирал себе на бутылочку Рева. Поехали. Вот, ребята, смотрите, буквально случайно глазиком увидели кусочек, достали. Кто может сказать, что это за приспособление? Но мы так уже предположительно поняли, что это какой-то засов, знаете, закрывался забор, либо это какой-то шарнирный механизм был, который забивался в дерево явно, потому что у него острый конец. Вот с этой стороны очень видно отверстие, причем круг у него идеальный, наверное, даже сверлением был сделан. Хотя нет, какое сверление? Через матрицу выкован. Кована! Кованый, ну видно, что кованый металл. Класс! Это самое классное, монетки искать. Золото! Самое главное во время реконструкции этих монет их не повредить, когда достаешь. Я уже повредил, это не Эй! Да, это пуговица. Думаешь? Да. Медная? Медная старинная пуговица. Находка. На гильзу похоже, не? Это, возможно, даже там ценный патрон будет, аккуратно. Как будто, смотри, да, есть. От винтовки. Так вот и курок лежит, по-моему, нет? Ну, что-то такое. Похоже на курок даже. Ковырятельный. Так, я отойду чуть подальше. По байку бить же, да, нужно? Засунь на в карман. Это пуля! Давай, прямо в сердце, лупи меня! Ну, вот хорошо сидит. 30 граммов в сердце. И положи. О, смотри. И став. Смотри, она еще чистая. Это Она серебряная пуля от вампиров. Не стрелянная. Это знаешь от чего? Это от Маузера Парабеллум. Старая. Да. А ну положи на камень. Скажи, что она порченая, просырела. На самом деле, ребята, мы не боялись ее доставать, потому что мы заметили, что она порченная и оцелевшая. То есть пороха в ней нет, она уже не представляет никакой опасности. Но видите, что у нее боек, Капсуль. капсуль абсолютно целый, да. И она не была в использовании. Ну вот историческая находка. Я сюда уже лет 15 не ходил. Игорь, тебе подарок дарю, на. Ты О! такое любишь. Ого. Класс. А это какой-то, короче, ключ-поворотник, понял? Типа реверсивки в метро. Я догадываюсь, что, возможно, сюда одевалась труба, удлинялась и подкручивали. А вот это, ребята, плохой звоночек. Видите, замковый камень, он уже выпадает. Ну, на самом деле, это пока еще не критично, но уже первые звоночки о том, что большое давление. Вот, кстати, трещина пошла тоже по кирпичу. То есть над нами какой-то источник повышенного давления. Так и что, прям шевелится этот кирпичик? Ну вот абсолютно, видишь. Опа! Да, там уже повымывало грунт. А, кстати, если обратите внимание, видите, он клиновидный, этот кирпич. Это специально сделано, чтобы он полностью не выпадал. То есть инженеры уже тогда продумали, что это будет. Ну и, соответственно, клиновидность дает форму свода. Клинерный кирпич. Вот здесь можно посмотреть прекрасно, как виден срез свода. Видите, 1,5 кирпича. И эта конструкция намного-намного прочнее различных бетонных современных конструкций, потому что камень держит сам себя. Мы сейчас находимся под старинной церковью, под замковой горой. Вот она вот здесь, вот прямо возле нас находится. И мы исследуем. И вот, прямо под церковью, Игорь, смотри. Я вот не доставал специально. Блин, поломался хрестик. Вот кусок хрестика, видишь? Сломился, пока На доставал. ладонь положи. Ну вот, поломался, видишь? Какой материал? Убери. Ну я не знаю, либо золото, либо серебро. Ого. Ну очень мягкий металл, поэтому оно плохо сохранилось. Но это деньги. Это все деньги, Игорь. И у меня спроси, я расскажу, как заработать, как подняться быстро. Во время коллекторного, ковида. Дядя Виталик, Да, Игорь. а как заработать? Как подняться быстро во время коллекторного ковида? Нужно, значит, с утра до ночи лазить на коленях, сбивать руки и найти железные предметы и отнести их в приемку. Живые деньги. Не вот те ваши электронные, а настоящие, деревянные.
Итак, посещаем дальше. Прошли киянку, посмотрели, коллектор находится в хорошем состоянии. Его чуть-чуть поддержать, и его не надо будет ломать. Золото все отдать Арсентию, Игорю. Усы. Мне техническая информация была интересна, мы посмотрели, коллектор в хорошем состоянии, в принципе не нуждается в ремонте и надеемся, Нуждается. Там Тебе только минимально. деньги отмывать, гад. А Нет. вам эмоции давать. Вам эмоциями, радостями, историческим контентом. Вот, это историческое место, Киянка, Глыбочица. И, собственно, тоже Глыбочица, которая к Днепру пошла. Мы сегодня пойдем. Где дядя Игорь сегодня? Вот дядя Игорь, он сегодня у нас за камерой. Он там не был в той части, вот там вот. Так я тоже там не был. Вот. Я тоже там буквально. Там будет яичко, там будет интересное яичко, там будет интересное яичко. И сегодня мы туда пойдем. Игорь всегда хотел в яичко войти. Вот в то большое 3-метровое. И сегодня я проведу тебе любезно, и вам, мои подписчики, экскурсии. Мы решили 2 зайца сегодня убить. И вам экскурсия, и подписчикам экскурсия. Так что И золото. и золото, И много и золота. хрестики. Короче, братва, ходили мы вот туда. Сейчас находимся на слиянии 2 рек и идем сюда. Здесь нет ни единой лестницы, поэтому кто вздумает сюда лезть, будьте очень внимательны. Здесь очень большой поток воды, и здесь негде вывести. Аж до метро Дорогожича идет туннель, и не будет ни единого открывабельного люка. Идти часа 2. А мы посмотрели Аккуратно. прогноз погоды? Да, будет дождь. Да шучу. Нормально. Игорь, ты со мной. Да это и пугает. О, я вот хотел вот эту фразу, мне нравится, когда так говорят. Так это и пугает. Ты все у него перебираешь, Не, да? на самом деле эти фразы не просто так. А всегда, когда с Усанием свяжешься и какой-то чип попадешь. Нет, нам нужны чипы. Чего? Я думаю, что очень хотелось бы пользу городу приносить, показывать такие места, и чтобы откликались и как бы делали что-то. И мы можем предусмотреть много бед, потому что мы знаем город лучше других. Оттуда, изнутри. Да, кстати, вперед будет большой яичный коллектор. По законам физики быстрый поток воды, когда с большого склона идет, он в узкой должен идти. И чтобы не размывало коллектор, здесь сделано как сердечко внизу. Сюда, сужение к низу, сужение к низу. Сужение к низу, Увели- закон физики, трение уменьшается. Увеличивается просто скорость течения воды. Трение там никакой... Ты глянь на него. Я что не скажу, я все не так. Я физик-ядерщик, а не он. Не верьте, ребята. Я физик-ядерщик. Пошли. Кстати, вот улица над нами. Совершенно Слышно, верно. гремит улица, машины проезжают. Да. Блин, пошли, ну реально очень классно, интересно. Ребята, смотрите, обнаружили в поперечине вот такие бревна, видите, они есть остатки. И у нас родилась догадка такая, что, возможно, это был пол. То есть снизу утекла вода, а сверху для обслуживания тоннеля был сделан пол. Потому что на определенной дистанции есть отверстие, и там видно остатки гнилого дерева. Кто может точно знать? Вообще непонятно по архитектуре как так. Но видно одно, что здесь когда дождь, здесь страшно. Ну, кстати, да, уровень воды видно, можно посмотреть, какой поднимается. Кто напишет в комментариях, зачем бревна, непонятно. Вот так, друзья, подол выглядит изнутри. Кто хотел показать, посмотреть, родственникам своим, посмотреть сам богатый район Киева. И изнутри вот он, пожалуйста. Нутро города. Когда-то рабочая, а сейчас элитная. Вот так вот микробы в наших организмах путешествуют и говорят, ты посмотри, какие туннели засоренные. Да он же алкоголик, курит, курилки вот эти свои. А вот следы... Засоры в наших сосудах. Да, вот следы курилок. А все оно похоже. Много коммуникаций под землей переплетается. Это можно видеть воочию. Старый царский водопровод, зачеканенный свинцом, вот здесь вот видно. Вот свинец забитый, вот заплющенный туда, чтобы вода не текла. Его раньше делали, а? Вот, друзья, смотрите, не пейте и не курите, это все ваши организмы. Но в таком коллекторе очень классно путешествовать во время ковида. Здесь хоть и грязно, тут и болезни ходят, но путешествовать можно незамеченным. Мы это все очень сильно любим и обожаем. Все распадается, да? Да. Все сыпется, Игорь, не ломай. Я так смотреть. Просто аккуратно, чтобы потом не сказали, что ломаешь. Весь подол разделяет река Глыбочица. Под собой можно гулять. Но не пейте, не курите, а то организм у вас будет вот такой вот. Это организм курильщика. А я организм здорового человека. Вон, Ну такое. поущилось. Нельзя ущить организм. Поберегите. Не ущите.
Идет реконструкция улицы Глубочицкой полным ходом. И кто, как не мы, тут как тут. Ейский патруль с вами. Смотрим, как инспекция. Народный Привет контроль. всем, кто обозреватели городской инфраструктуры. Он там Павел Авдокушин тоже делает видео классные. Если что, вот мы тут для тебя показываем, что внутри находится. Ты сверху, а мы снизу, мы снизу. будем. Вот так вот. Мы надеемся, что коллекторы хотя бы люки сделают. И хотя бы сделают нормальные лестницы. Здесь в коллекторе нет ни единой лестницы наверх. И не дай бог пойдет дождь, тут капец. Первый лезешь. Да, большой участок без выходов, он очень опасный, поэтому не рискуйте, пожалуйста. Я там, здесь, всегда, везде. Единственный выход, и тот недавно проковыряли. Работники. Где каракурты, ты говоришь? А, вот каракурт сидит, смотри. Вот каракуртит, черная матка. Видишь? Очень много каракуртов. Потеплела погода, стала южной. И начали пауки заселяться. Смотри, вот каракурт обуглился. И вот другой паук взял в оборот. Обычно вот такие металлические трубы — это аварийные сбросы с теплосетей. Вот уже пошла реконструкция улицы, сверху вот мы слышим следы этой реконструкции. Интересно, будут они здесь что-то делать или нет? Хотелось бы, поскольку вода уже пошла агрессивная. Раньше не было столько в воде добавок, которые сейчас появились. Современная химия, и она разрушает кладку тоннеля. И надо это дело как-то обезопасить. Сверху їздить маленьке екскаваторенятко. А знизу, Caterpillar маленький. а знизу велике сусанятко. Вы видите, я уже похуд, кстати, на 20 килограмм за год скинул. Я очень стал трезвый. Век учись и век ворочай. Историческая местность, кальцитовая голова. Здесь Вафа раньше собирал для своих свиней, у него много свиней было. Ходил кальцит, отколупывал. Но сейчас Вафа поломался и некому отколупывать. И оно заросло за пару лет, видите. Вафу направим, пускай броньки забирают. На самом деле труба забилась, надо расковыривать аккуратно. Соли. Надо снимать, а свинья с радостью ест. Вафа сказал бы моей-то броньке. Историческое место. В 2000 году у меня есть фотография, где я здесь вот так вот стою. Из пленки распечатанная, бумажная, я покажу вам. Вот это яичко было. Как интересно, ручей, Глыбочица река. Река Киянка, река Глыбочица. Ручей Кудрявец вот это вот идет. А в ручей Кудрявец вот этот вот малюсенький. Еще ручей впадает, ручей Быковщанский. О, то есть сколько ручьев один в один влазит. Я всегда в детстве говорил, что вот эти штуки похожи на множество черепков. Да, я вижу черепки, ага. Прикольно. Я когда в детстве был маленьким, когда я был 90 сантиметров, я не мог сюда подняться, то есть я вот таким вот был. И я не мог туда запрыгнуть. Получится ли это сейчас? Сейчас попробуем. Там попробуем. Ну, наверное, да. Я вырос, а яйцо так и не выросло, так и осталось 90 сантиметров. Представляете? Вот это новости. Сус, твоя тема. Что? Смотри, Моя. жижа. Обращение к Алексею Вафе, к нашему дорогому другу. Хоть он и не особо смотрит интернет, но пускай кто-то ему покажет. Алексей, мы тебе желаем скорейшего выздоровления. Поправляйся, вставай в строй, чтобы радовал людей. Тебя все очень сильно любят. И самое главное, кальциты, сталактиты не собраны. Урожай переспевает и гниет. Гниет урожай. Леша, надо собирать для брони кальциты. Мы На, тебе сейчас наберем и Съешь, сказал. передадим. Да ну, Съешь. ну это ж Лешина. А кто всякие глупости про меня, всякие гадости писать будет, не зная меня лично, тому лично я передаю крестофаки и болт с левой резьбой от завода КМЗ. Структура дождевой канализации, канализации в целом, это вот такие вот повороты, это все улицы, артерии, как у человека. И вот, допустим, если в Париже по канализации идешь, то везде висят таблички, адреса, куда поворачивать. То есть все эти штуки, это все какие-то улицы из городов, из-под которых, из-под решеток вытекает вода. То есть это все повороты, улицы, переулки. И
все сюда в большое, меньшее втекают в большее. Ну как ствол дерева. Вот мы сейчас идем, грубо говоря, по стволу, а это отдельные веточки, которые собирают воду с небольших улочек. Все впадает в одну большую реку. Опа, что, Арсентий, как твои впечатления вообще? Ты первый раз в таком месте? Не, я в речках уже был до этого несколько раз. Первый раз я попал в подземную реку или коллектор, я не знаю, это было в Париже Ого! в 17 лет. В музейной части? Нет, это была такая, ну, это был обычный коллектор. Я был один в Париже, меня там родители оставили, занимались своими делами. И я гулял по Парижу, увидел такой интересный вход, он достаточно цивильный был. Я спустился, посмотрел. Но в силу возраста я как бы там прошелся метров 100-200. И мне этого хватило, это было достаточно. Ну и по Киеву я еще до этого ранее был в Скоморохе. А что улицы в Париже? Видел названия эти все? В коллекторе? Да. Нет, не было ничего. Как интересно. Здесь заменили уже крышку люка, видите, уже новая. Я когда-то, когда мне было 16 лет, вот, видишь, я залез вот с этой трубы, с улицы, но полез вниз головой сюда, уперся сюда, уперся в эту сторону и повис над пропастью, я не мог спрыгнуть, а начал назад сдавать. А там меня уже через решетку не выпускают. И я 1,5 часа вот так вот лежал вниз головой. Пока кровь не затекла в голову, и я чуть не умер. А закончилось все чем? Охранники с завода вышли и ждали милицию, я вниз головой лежал. А это плохой знак, потому что черепки, видишь, везде. Можно погибнуть. Вот. Черепные залазы называются. Плохой знак, пойдем дальше. А ты с какой трубы вылазил? Вот с этой, да, я повис вниз головой. Закончилось тем, что я висел вниз головой. Потом приехала милиция, меня за ноги достала и доставила в райотдел. Это были 90-е годы, меня заставляли зубной щеткой туалет чистить. Сколько раз ты был в милиции? Сколько раз тебя принимали? Я раньше принимался, пока я пил, через день. За 10 лет, считай, моего алкоголизма, сколько раз это было? Через один день. День выходной, день принимался, по воскресеньям тоже не принимали. Это получается 800 раз в среднем. Где-то так, да. А какой ты можешь составить рейтинг райотделов? Какой самый благоприятный? Благоприятный самый? Не знаю, наверное, самый приятный был Соломенский, приятный очень был. А на Герцена 9? Очень неприятный. Алексеевский очень неприятный. Старокиевский когда-то еще был. Послевоенное качество не очень делали. В 50-х каких-то годах из крошки из цемента делали. Оно рассыпается все, видите. Как попало сделано. Ну отслужила, сколько отслужила уже? Ну 40 какой-то год. Ну отслужила, да, 50 лет. Пацаны, идем уже часа 3, и бережок, по которому мы шли по сухому, уже полностью размылся, и теперь приходится чалапать вот в Химзе. Это всего 1 километр туннелей до третьей части. Под землей нету расстояний, есть только время преодоления того или иного отрезка маршрута. Да. Какие булыжники заехали к нам! Класс! Навушники. Да не, проводные сейчас уже не в моде. Разъелся ты, дядя Сусанин. Это не я. Коралловый рифер, калорифер, засоры. Обратите внимание, владельцы коллектора, что надо чистить. Видите, какие засоры идут? Драконьи зубы. Надо все очищать. А видите, как сделана труба в трубе, а на ней еще Футляр. одна труба с утеплителем. Утеплитель, чтобы не было холодно речке. Вот демонстрируем то, что говорил Сусанин. Вроде как колодцы есть, но вылезти по ним нельзя, потому что все скобы позгнивали. И они очень острые и крохкие. Даже если вот за основание браться и попытаться вылезти, то порвешь жопу, но наверх не выберешься все равно. И в случае потопа тут лучше не находиться. Поэтому всегда смотрите прогноз погоды. Очень красиво, смотри, какой лес. Вау! Стеклянный лес. Он твердый, видишь? Опять раком ползти? Да, есть. Игорь, ну вам веселье, а я потом ходить нормально не могу. Короче, все, на, Серёж, ну ты хочешь, что? на, Серёг, на, пошли. бери, снимай, Вот я это полез опять домой. начинается, да? Все, я пошел обратно домой. Все. Игорек, ну куда? Давай дойдем уже, Ха, Игорек. Бля, неподготовленный детский психический ум. Ну что, остались мы без Игорька. Так, друзья, теперь начинается самое интересное. Мы остались без оператора, и нас осталось 3.
Поэтому погнали вперед без Игоря. Я не знаю, что впереди. Я вам открою маленький секрет. В конце этого ручья на станции Дорогожичи я появился на свет. Там дача Хрущева и 2 озера, откуда этот ручей начинается. Хочешь по трубам по полметровым полазить? Не, я так к Игорю иду. Куда? Куда собрались все, а мы? Пошли, Игорек. Примеряюсь. Что? Сюда или туда? Вот опять- Это я выбросил с какой-то из этих труб. Так, ребята, у нас снова выбор, да? Да, посидим, подождем, напишите, куда лезть, в эту, ту или на выход с этой. Подождем, а вы напишите в комментариях, куда. Там водопад есть огромный и 2 озера, где я родился. Сейчас, Света, подожди, надо по свету. На самом деле мы вам показали историческую часть, самую классную, то, что как реконструируют улицу, и эта история навсегда сохранится на YouTube-канале Суперсус у нас. А вы напишите в комментариях, либо в неизвестность нам еще сходить, либо туда, там еще есть исторический водопад, либо наверх выходить, мы посидим, подумаем пока. Подождем ваши комментарии.